28 июня ДНР выдаст Киеву 4 пленных, удерживаемых на Донбассе. И это будет первая выдача пленных с 2017 года. О выдаче договорился Виктор Медведчук путем прямых переговоров с лидерами сепаратистов. Причем без ведома Владимира Зеленского. И Медведчук, и Зеленский уже прокомментировали выдачу пленных, которая состоится на День Конституции. В списке 4 человека: Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяянов, Дмитрий Великий. Яков Веремейчик был обвинен сепаратистами в применении запрещенных методов ведения войны. Эдуард Михеев осужден в непризнанной ЛНР к 12 годам за государственную измену. Максим Горяянов осужден в ДНР к 15 годам за содействие террористической деятельности. Дмитрий Великий был осужден к 15 годам за террористическую деятельность. Их уже завтра доставят в Минск. На сегодняшнем брифинге Владимир Зеленский прокомментировал информацию о завтрашней передаче пленных и Медведчуке, как переговорщике. По словам Зеленского, Медведчук сделал это специально под парламентские выборы. 26 июня Украина официально сообщила, что начала отвод сил от станицы Луганской. Впервые за 3 года ВСУ отошли с занимаемых позиций не вперед, а назад. Это произошло в станице Луганской, городке, который расположен от центра Луганска всего в 30 километрах и граничит с Жовтневым районом бывшей областной столицы. То есть станица – самая ближняя точка, контролируемая Украиной на пути в Луганск. Граница между ними пролегает по Северскому Донцу, на берегах которого окопались противоборствующие стороны. На виконання Мінських домовленостей сьогодні підрозділ Збройних сил, який займає оборону на ділянці дороги станиця Луганська на Луганськ, відійшов згідно встановленого сигналу займаємих позицій. Тим самим Збройні сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці. На своем заседании 25 июня окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о присвоении 2 проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича. Судья Олеся Чудак приняла такое решение, удовлетворив таким образом иск активистки Елены Бережной и вернув проспектам старое название Московский и Ватутина. Напишите в комментарии, поддерживаете ли вы такое решение судьи.